Собаки известны тем, что иногда проявляют странное поведение во время штормов и даже во время сверхъестественных явлений, но Киллиан вел себя гораздо более странно в присутствии семейной няни. Это было почти как в фильме ужасов. Что-то было не так, и семья это знала. Они должны были быть быстрыми и проницательными, чтобы докопаться до истины, когда пришло время воспроизводить аудиозапись. То, что они обнаружили, заставило их обратиться к властям. Хоуп, Джордан и Бенджамин Джордан были типичной парой. Поженившись, они почувствовали, что наконец-то оказались в счастливом месте в Южной Каролине. У них было еще 2 члена семьи: их милый 7-месячный сын Финн и их верный пес Киллиан. Они чувствовали, что не могут быть счастливее. Но пока они упорно трудились, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, семья не подозревала о том, какие зловещие вещи происходят в их доме. Оба родителя работали на очень ответственной работе, поэтому они решили, что пришло время нанять няню для маленького Финна, пока их не может быть дома. Они тщательно изучили Алекси Хэ, прежде чем нанять ее. Когда они ничего не нашли, то решили, что она им идеально подходит. Они должны были проверить, как Киллиан реагирует на нее. Семейный пес. Киллиан был очень милым компаньоном. Самым примечательным было то, насколько хорошо он обращался с их сыном. Он просто сделал их такими счастливыми, что они были с ним. Он был милым, но определенно не героическим щенком, поэтому его никогда не ставили охранять. Киллиан был идеальным товарищем по играм для юного Финна, но они не знали, что вскоре он начнет вести себя крайне несвойственно своему характеру. Однажды вечером Бенджамин столкнулся лицом к лицу с их няней. Алексис сказала, что уволится, если они что-нибудь не сделают со своей собакой. Очевидно, как только они оставляли ее наедине с Финном и Киллианом, их питомец начинал рычать на нее. Он также вставал у нее на пути, когда она пыталась присматривать за Финном. «Я боюсь этой собаки», — воскликнула она. «А как насчет безопасности Финна?» Бенджамин и Хоуп не знали, что сказать. Они были так удивлены. Бенджамин попытался развеять его сомнения. Киллиан никогда не давал ему повода беспокоиться о безопасности Финна рядом с ним. Он был добр только к Финну. Он бы никогда этого не сделал, пробормотал он себе под нос. Представив себе худшее, Бенджамин сказал себе, что все это чепуха. Но после того, как Алексис все больше и больше жаловался на Киллиана, он понял, что если проблема не в собаке, то как насчет няни? Поговорив с другими владельцами собак, ему сказали, что, вероятно, Киллиан просто так вел себя перед людьми, которых он не знал. Но почему это развилось только сейчас? Возможно, Киллиан завидовал их ребенку. Однако у Финна, казалось, никогда не было проблем с другим домашним питомцем. На самом деле, в последние дни Финн был более замкнутым. Что же это могло быть, чего родители просто не замечали? Прошло несколько месяцев, и ситуация вышла из-под контроля. Алексис сказала, что в наши дни их собака впадает в бешенство и пытается напасть на нее, если она хотя бы немного пошевелится. Джорданы не могли поверить 22-летнему парню на слово. Они даже не могли увидеть это воочию. Но поскольку их няня так часто жаловалась, пришлось выяснить, в чем проблема. Именно тогда они задумались об идее, которая никогда раньше не приходила им в голову. Теперь это было последнее средство. Бенджамин спланировал и сконструировал крошечный слуховой аппарат. На следующее утро Хоуп аккуратно прикрепила его к воротнику Киллиана под его волосами. Это позволило бы им точно слышать, что происходит. Будем надеяться, это прольет некоторый свет на то, что заставляло их обычно спокойную собаку нервничать, пока их не было дома. В течение дня запись начиналась с ругани, сказал Бенджамин в своем заявлении, и стало только хуже. Пара отчетливо слышала, как Алексис кричала Киллиану, чтобы он убирался, в то время как его рычание усиливалось. Затем они услышали другой звук, от которого их пробрало до костей. Не говоря ни слова, Бенджамин поднял трубку телефона и набрал номер полиции.
На записи было видно, что Алексис ругалась и кричала на ребенка. Полиция внимательно выслушала это и посочувствовала Джорданам, но они не были уверены, что аудиозапись подтвердится в суде. Затем Бенджамин прокрутил им другую часть аудиозаписи, от которой у них мурашки побежали по спине. Действительно ли это тот, кому они доверили заботу о своем сыне? Я хотел дотянуться до него через аудиозапись, вернуться назад во времени и просто взять его на руки, сказал Бенджамин сквозь слезы. Но теперь, когда они знали, что происходило всякий раз, когда они выходили из дома, нужно было что-то предпринять, чтобы остановить это. Бенджамин и Хоуп хотели убедиться, что Алексис получила именно то, чего заслуживала. Но полиция все еще беспокоилась, что одной аудиозаписи может оказаться недостаточно для судебного преследования Алексиса. Бенджамин и Хоуп попытались привести более веские доводы. Но в конце концов они могли сделать только одно, чтобы остановить агрессивную женщину от такого поступка с другим ребенком. Когда детектив полиции города Чарльстон выдвинул обвинение, Алексис быстро призналась. Ее приговорили к тюремному заключению сроком от 1 до 3 лет и заставили подписать регистрационный журнал. «Для нас это фантастическая новость», — сказал Бенджамин. «Знать, что, возможно, тяжелое испытание Финна спасло жизнь еще одному ребенку в будущем. Знать, что в течение 5 месяцев я отдавал своего ребенка чудовищу», — с сожалением сказал Бенджамин. «Если бы наша собака не предупредила нас о беде, если бы инстинкты моей жены не подсказали, что нам нужно что-то предпринять», — добавил он, замолчав. Он даже не хотел думать о том, что могло произойти. Тогда, если проверка личных данных не предупредит нас об опасных людях, можем ли мы действительно полагаться на то, что наши собаки предупредят нас о том, что мы, возможно, приглашаем зло в наши дома?